Когда рейнджеры одного из крупнейших заповедников заметили, что живот слонихи раздулся до неестественно огромных размеров, они сразу забили тревогу и установили круглосуточное наблюдение. Однако никто даже представить не мог, что именно скрывается внутри этого гигантского тела. Когда же настал момент родов, и доктор Элиас увидел происходящее, он буквально застыл на месте от изумления. То, что случилось дальше, потрясло абсолютно всех. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Слониха по имени Калима уже много лет была хорошо знакома сотрудникам национального парка, раскинувшегося на территории Кении. Элиас — опытный ветеринар и биолог, посвятивший работе в этом парке более 25 лет, помнил Калиму еще слоненком, неуклюжим, любопытным и всегда старающимся держаться ближе к стаду. Со временем она превратилась в величественную, уравновешенную самку, одну из самых спокойных слоних во всей округе. Несколько месяцев назад сотрудники с радостью заметили, что Калима беременна. Это было ожидаемо и вызывало осторожный оптимизм. Но по мере того, как шли недели, ее живот увеличивался с пугающей скоростью. У африканских слонов беременность длится около 22 месяцев, дольше, чем у любого другого млекопитающего, и к концу срока детеныш обычно весит примерно 110 килограммов. Однако размеры Калимы явно выходили за пределы нормы. Ее живот был не просто большим, он выглядел аномально раздутым, словно внутри находилось нечто значительно большее, чем слоненок. Сначала команда предположила, что самка вынашивает необычайно крупного детеныша, но Элиас, за свою карьеру наблюдавший сотни слоновьих родов, чувствовал, что дело совсем в другом. Интуиция не покидала его, подсказывая, что Калима носит в себе нечто исключительное. Было принято решение установить на слониху GPS-ошейник. Процедуру провели под легкой седацией, когда Калима спокойно стояла у водоема, что позволило свести стресс к минимуму. Это дало возможность отслеживать ее перемещение по огромной территории парка. Команда организовала круглосуточные дежурства, сменяя друг друга днем и ночью и постоянно контролируя сигнал маячка, готовая в любой момент отправиться к животному. По мере приближения предполагаемого срока родов Калима стала заметно менее активной. Она все чаще отдыхала в тени акаций, двигалась медленно и осторожно, а огромный живот явно мешал ей даже при ходьбе. Элиас заранее подготовил комплект для экстренной помощи при осложненных родах. Несмотря на большой опыт, каждый подобный случай был для него серьезным испытанием, а со слонами все было особенно тонко. Эти животные крайне чувствительны к стрессу, и любое неосторожное вмешательство могло привести к трагическим последствиям. И вот однажды ранним утром патруль передал срочное сообщение. Калима уже около 2 часов не сходила с одного места. Элиас немедленно собрал команду, загрузил оборудование в внедорожник, и они на полной скорости направились к точке, указанной трекером. Напряжение ощущалось почти физически, ведь все понимали, что сейчас решается судьба не только самой Калимы, но и ее будущего потомства. По прибытии их встретила одновременно трогательная и тревожная картина. Калима лежала на боку, ее дыхание было тяжелым и прерывистым. Самец стоял неподалеку, нервно переминаясь с ноги на ногу. Элиас медленно вышел из машины, негромко разговаривая со слонихой, и, к удивлению всей команды, Калима узнала его. Она слегка пошевелила ушами и не проявила ни малейших признаков агрессии. Понимая, что терять время нельзя, Элиас решился на рискованный шаг и ввел препарат, стимулирующий родовую деятельность. Примерно через полчаса схватки усилились, и на свет появился первый слоненок. Малыш сразу зашевелился и издал слабый, но отчетливый писк. Команда не сдержала радости, однако Элиас оставался напряженным. Калима продолжала стонать, а ее живот по-прежнему оставался вздутым.
Осторожно прощупав ее бок, он почувствовал продолжающееся сокращение, и сердце его учащенно забилось. Двойня у африканских слонов — чрезвычайная редкость. В дикой природе такие случаи фиксируются лишь эпизодически по всему континенту, и даже тогда выживание обоих детенышей бывает настоящим чудом, ведь молока матери обычно не хватает на двоих. Спустя еще 15 мучительно долгих минут на свет появился второй слоненок. Это был поистине невероятный момент для всего парка. Элиас, повидавший за свою карьеру бесчисленное количество родов, никогда ранее не становился свидетелем рождения слоновьей двойни. Оба малыша были живы, дышали и пытались подняться на дрожащие ножки, их влажная кожа блестела в лучах утреннего солнца. Калима была полностью измотана, но ее состояние явно улучшилось. Элиас быстро осмотрел и обтер обоих слонят. Они были меньше обычных новорожденных, что характерно для двойни, но выглядели на удивление крепкими и активными. Мать осторожно подняла хобот и поочередно коснулась им каждого малыша, словно убеждаясь, что они реальны. Самец приблизился, обнюхал детенышей и затем мягко обвил хоботом Калиму в жест поддержки. Из-за кустарников постепенно вышло все стадо, окружив новую семью плотным защитным кольцом, и в этот момент казалось, что вся саванна замерла в благоговейной тишине перед чудом жизни. Элиас отступил, позволяя слонам побыть вместе, и самец, повернув голову в его сторону, приподнял хобот, словно выражая благодарность. Это был один из тех редких моментов, когда грань между человеком и дикой природой почти исчезает, уступая место взаимному уважению. Элиас почувствовал, как к глазам подступают слезы, ведь за все годы работы он не переживал ничего подобного. Однако радость быстро смешалась с тревогой, поскольку Элиас прекрасно знал статистику. Шансы на выживание обоих малышей были крайне малы. Было принято решение обеспечить Калиму дополнительным питанием и установить постоянное наблюдение. Следующие недели сотрудники ежедневно доставляли минеральные добавки, контролировали доступ к воде и следили, чтобы слониха получала достаточно растительной пищи. К счастью, Калима оказалась исключительной матерью. Она вырабатывала достаточно молока для обоих детенышей, регулярно меняя их местами и внимательно следя, чтобы каждый получил свою долю. Через 3 месяца оба слоненка не только выжили, но и заметно окрепли. Они резвились под солнцем, учились управлять своими маленькими хоботами и неотступно следовали за матерью. Они стали доказательством того, что даже самые редкие и невероятные чудеса природы действительно возможны. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.